1,5 литра воды хватит сегодня. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня смотрим видео Mitsubishi Galant, разборка двигателя. Смотрим и выявляем какие-нибудь неисправности, дефекты и так далее. Как собран мотор, поедет он или нет. Поехали. Машину уже покрасили, и вот приступают к двигателю. Двигатель 2.4, скорее всего, стандартный американский мотор. Надо убрать автофокусировку. Заблюренное видео. Так, поднимает его на гуся. Угу. Верстак. Приступаем к разборке. Фокус куда-то пропал. Воздушный фильтр снят. Корпус воздушного фильтра тоже. Карбюратор. Так. Выпускной коллектор. Впускной коллектор. На 2 болтах. Ну ладно, не суть. Опа. Болт выкрутился с алюминием из блока, то есть это обратно не закрутить. Там резьбы нет просто. Компрессор кондиционера. Кронштейн компрессора. Вместе с роликом. Это пластиковый корпус, это просто защитный, как бы трещины на нем могут быть, ничего страшного, такое бывает. Так, ГРМ на месте. Генератор снят. ГРМ разборка, метки. О, кстати, впервые вижу, чтобы метки поставлены были. Молодца. Ролики заржавели. В целом ГРМ выглядит неплохо. Ну, кроме ржавых роликов, шкивов. Так, кронштейн. Звезда на шпонке. Шпонка есть. Сальник масляного насоса, судя по всему. Ремень масляного насоса.
Что-то я не увидел там шпонку, не знаю, как он, может, проникнул как-то. Так, по сальникам все четко. Сальники выглядят сухими. Снятие термостата с помпой прям. Так, это у нас трамблер. Фокусировка, видимо, на человека, а не на разборку. Так, ну крышка снята. Выглядит хорошо. Вот выглядит прям очень хорошо. Так, это у нас ракера сняты. Головку откручивает. Так, болты ГБЦ. Так, прокладка ГБЦ снята. Стартер снят. Так, коробку снимает. Половинит. Ну, разбирает. Двигатель с коробкой разбирает. Теперь все висит на маховике. На корзине все висит. Так. Вот, видите? Так, смотрим. Лепестки расходятся, поднимаются. Значит, сцепление прижимается. Все в порядке. Рабочая поверхность очень хорошая. Видно, что ходил сцепление на этой машине. Но в целом все хорошо. Вот пока по мотору то, что я вижу, все отлично выглядит. Масло черноватое, но пофигу. Там. Подождите-ка, они ее из воды достали. Еще раз. Машину достали из воды. В масле нет эмульсии. То есть в двигатель вода не попала. При этом есть эмульсия в каналах. Ладно, давайте дальше смотреть. Но пока непонятно, что это случилось. Как так вышло, что эмульсия в каналах есть, а в поддон она не попала. Так, подождите, это у нас... Что происходит? Так, болтики. Ну, допустим, все нормально, да?
Но в целом нормально. И поршня вроде целые. Сальник колено задний. Масляный насос с масляным стаканом. И все без эмульсии. А машину достали, кстати. Вот я хотел сказать, машину достали из воды. Так, коренные бугеля. А, это не бугеля. Это прям постель бугелей получается. Колено в идеальном состоянии. Кстати, вот часть колена, где по сальникам вот ходит она, тут прям износ лютый. Ну вот прям видно. Там надо как-то пружинку затягивать или еще что-то делать на сальнике. Так, это мы разбираем коробку. Так, стопорное кольцо сняли. Сняли. Так, сухари выпали там. Сняли шестерни. А зачем вот она здесь вот сальник зажимает этим полиэтиленом, но при этом она разбирает коробку? Тогда не имеет смысла, она же все равно все мыть будет. Так, что-то... Ну, там пластиковая это ерунда, может, и упал, там ничего страшного. Так, разбор произошел. Сейчас она это все мыть будет, только от чего? От масла? Смысла нет. Эмульсии там не было. Поршня она почистила. Молодец. Поршня были грязные. Ну, коробку тоже почистит сейчас она. Так. Хорошо, где прокладка зачищает. Черный блок. Чугунный, видимо. Потому что ну, если алюминиевый блок, то он, скорее всего, будет не черным, ну да, похоже на чугунный блок. Это не алюминий. Так, а теперь сборка в обратную сторону. Поехали. Подшипник новый прям выглядит новым. Прокладку, а там пластмассовая штука была, кстати, до этого. Она может быть на корпусе. Так, герметик есть, да, там. Так. Закручивается болт. Так. Две шестеренки.
Ну, там все в пазах, все нормально. Тут какая-то штука. Это, видимо, все на прокладках. Пока все вполне себе неплохо выглядит. Наливает масло для того, чтобы смазать. Вкладыши все в хорошем состоянии. Вообще износа, по-моему, нет. Или минимальный просто. Но вот как такового здесь, в принципе, вообще все идеально. Колено хорошее. Два места под сальники я бы шлифанул и поджал бы пружинку. И, в принципе, все, чтобы не текло. Так, колено на место. Все смазывает, все вкладыши. Так, затягивает платформу с бугелями. Так. Куда фокус делся? Смазывает. Угу. Блин, не успел. Хочу посмотреть, поршня в одну сторону хоть смотрит или нет. Да, поршня в одну сторону в этот раз смотрит. Видимо, направление указывает к первому цилиндру. Ну, здесь все вполне нормально. С поршнями все в порядке. Поршня в нормальном состоянии. Кольца хрен знает в каком состоянии. Но это только будет понятно при запуске. Так. Ничего себе, оно туда буквально зафигачило. Там же болты идут с другой стороны. Так. Подожди, а куда она закручивает? Она с той стороны гайки ставит. О, как. Наверное, так удобнее на самом деле. Я не знаю, насколько это мешать будет и как это должно выглядеть. Так, передняя крышка ставится на место. Вот здесь не затянуто. Почему-то. Алло. Я все понимаю, конечно, но вот она поставила, приложила, закрутила. Так, вот это не закрутила. То есть она 2 из 4 болтов не закрутила. То есть она затянула вот эти два. Ну, они хотя бы прижались. А вот эти она не закрутила. Сальник в более-менее состоянии. Вот тут вот сальник вроде тоже неплохо выглядит.
Ну, как вот она там встала туда, не знаю. Вот. Так, вот так. Нет, есть там прижимная, это есть, все нормально. Не затянуты болты до сих пор. Болты не затянуты, это плохо. Вот это вот не должно быть так. Так, масляный приемник и поддон масляный. Вопросов нет, прокладка стоит. А теперь вот момент такой. Насколько надо утопить машину, типа, по времени, чтобы заполнился поддон двигателя водой и превратилось все в эмульсию? Прокладка паранитовая вроде как. Нормально, нормально. По технологии закручивает только... Ну, сейчас динамиком, наверное, пройдется. Пошел я нахер, да? Вот головку она затянула от середины к краям по крест-накрест. Крест-накрест. Но при этом надо еще динамиком ее дотягивать. Там определенное количество усилий нужно выставлять и проворачивать после этого еще где-то полоборота, одну четверть оборота или полоборота доворачивать прям ключом без динамика дотягивать. То есть динамиком выставляешь определенные ньютон на метр, а, а, со- соответственно, потом берешь ключ такой огромный, прям жесткий, и после этого еще вот так вот бам и дотягиваешь еще где-то четверть оборота, оборот, ну, четверть или полоборота. Вот, тогда вот это вот все затянется по технологии. Так, распредвал. Ну да, распредвал. Никак не фиксируется, что ли? Он потом будет фиксироваться, понятно. Или нет? Или она не закручивает здесь ничего? Так. Это рыкера, которые ставят с роликами на распредвал, и когда зубчик поднимает, он поднимает рокер вот здесь и нажимает на клапан вот там в нужный момент. И так вот с каждым элементом, вот с каждым рокером, вот здесь вот распредвал поднимает, таким зубцом он его чуть приподнимает, а там на клапана нажимают. То есть тут вроде все нормально. Единственное, я не видел, как, ну, распредвал, по-моему, должен быть закреплен как-то или нет. Или типа этого достаточно, то, что она там его зафиксировала просто. Не знаю, мне как будто кажется, что распредвал не должен так стоять. Так, вот это вот считывающее кольцо коленвала. Ему хана. Но здесь ржавая. Так, она его забивает в звезду. Мгм. Это звезда масляного насоса. Или, нет, да, это масляный насос, а это балансировочный вал. Скорее всего, так.
что-то у меня без звука стало. Так, забивает. Подожди, а до этого она что делала? Так, стоп. Вот она поставила звезду. Сюда поставила звезду. Дальше у нас получается... Вот, ролик ставится. На него вот сюда ремень ставится. Сюда. Тут она все разобрала, не прокатила. Ставит другую. Так. Все, так, обратно ставит. Странно. Так, это к основному ремню, понятно. А вот... ну ладно, посмотрим сейчас. Так, это пластина, чтобы ГРМ удерживать. И, видимо, подушка. Угу. Звезда распредвала. Шпонку вставила. Здесь помпа ставится. Как-то она ее прям серьезно воткнула туда жестко. Ну, тут вроде нормально, да? Ну да, но он хотя бы вывалился, но привкручивается. Так. Ролик натяжной. Второй обводной просто. Два ролика. Один фиксируется, другой не фиксируется, пока не поставишь. Вот. Она ставит ремень балансировочного вала. Так. Да, вот похоже теперь. Метки. Так. Она ставит вот метки по колену, по распреду. Метки по насосу. Угу, ролики то ли бэушные, то ли она, ну, вот тут подшкурила чуть, не знаю. Ну ладно, будем надеяться, это все-таки либо почищенные, либо разработанные, либо сразу смазанные ролики по новой, потому что если это было в воде, ну, так не должно быть. Оно испортится. Так, Грэм на месте тем временем. Устанавливаем генератор. Генератор не мытый. Вот здесь мы помним, резьбы нету. Она прокрутила все болты, но не затянула ни один. Здесь затянуто. Болты через гайки, ничего себе. Видимо, чтобы резьбу там хотя бы какую-то найти. Так. Здесь понятно. Здесь кронштейн с роликом ставится. Все правильно. Так, здесь натянуло, здесь тоже. Трамблер. Так, тут важно попасть. Угу.
Так, вроде все в порядке пока. Так, все правильно, лепесточки сошлись. По этим все правильно установлено. Перекручиваем коробку. И стартер. Ставим впускной коллектор с карбюратором. Остальное, к сожалению, нам не показали, но не суть. Я думаю, что там тоже половина не закручивается уже. И вуаля! Мотор собран. В целом должен запуститься. Единственное, карбюратор никто не вскрывал, там, наверное, вода. Так, опора на месте. Это верхняя опора. Так, все нормально. Опора коробки. В целом все замечательно. Здесь герметик, потому что разрушилось основание. Или в целом просто они уже не настолько там плотно все соединяется, что герметиком так смазывать. Но хомуты, на удивление, вот. Что это такое? Так, это похоже на топливный шланг. Это тяги на коробку от кулисы. Угу. Выпускной коллектор. Не затянут коллектор выпускной. Скорее всего, будет пропускать. Так. Угу. С трамблера все провода поставлены. Машина, напоминаю, была утоплена. Может быть, я, конечно, что-то пропустил, но... Ну ладно, все предохранители она с релюхами поставила. Воздуховоды поставил. Вентилятор. На месте вентилятор. Соединяет провод. Соединяет провод. Ладно, вопросов нет. Так, соединить провод возможно. Здесь предохранители внутри салона, реле. Так. Так, так. Распределительная коробка. Там всякие блоки внутрисалонные, там регулятор кондиционера и печки.
Так, соединили. Провода в этот раз соединили. Это очень хорошо. Это, видимо, на открывании багажника и задние фонари. Вот эти провода она сейчас провела. Приборная панель. Так. Подождите, она ее нахрен не подключила, что ли? Мгм. Ну, типа тут должно типа вставиться, да, получается? И на 4 болта закрутиться. То есть пины наружные, в принципе, возможно. То есть она вот просто попадает сейчас в разъемы. Раз попала. Все, вопросов нет. Тогда, возможно, это будет работать. Я просто такое не увидел, где она вставляла штекеры, а они, оказывается, там торчали. Так, болтиками все закрутить. Так, штекера, все, так, есть, отлично. Немножечко прокрутим. Ну, здесь что, там пластик, все собирается. Вопрос вот в том, что там за провода еще торчат. И не будет ли вот это все мешаться педали сцепления? Блок вот этот, который торчит снизу. А, нет, это он рядом, он далеко от педали сцепления. Ну, ладно. Так, масло заливаем новое. Проливаем чуть, ну, чтобы смазалось и внешне, и внутренне. 1,5 литра воды хватит сегодня. Все это видят или только я? Мгм. Давайте еще раз, на всякий случай. Ладно, налили воду, она вытекла. Допустим. Заливаем топливо. И сейчас вода должна хлестать из этого места, из радиатора. Так, клемма на месте. Можно еще раз, пожалуйста, запустить? То есть, а можно еще разок я на всякий случай? То есть, тряска двигателя и звук вот завелось, а только потом тряска раз, ну типа крутиться начало. И вот там вот бутылка с топливом стоит. Это для чего? Что это происходит? Ну-ка. Тихо, тихо. То есть она не завелась. Так. Вода не хлещет. Воды в моторе нет. И, ну, охлаждение отсутствует, потому что вот это вот надо заглушить тогда. Но это, по идее, здесь шланг должен идти на бачок. Потому что это сброс давления. То есть, как только двигатель прогревается, ам, расширяется, ну, антифриз, так скажем,
увеличивается в объеме, получается, да. И как только, ну, из-за воздуха он расширяется, вот это вот клапан, вот тут вот в крышечке, он поднимается, ну, под давлением. Когда давление нагнетается, он поднимается, и вот отсюда шланг должен идти в расширительный бачок или в перекачанную какую-то емкость, а, где он потом попадает обратно в бачок. А тут максимальное отсутствие антифриза или воды. Мотор, видите, крутится. Вопросов нет, мотор крутится. Ну, мотор, в принципе, с ним вопросов нет, но тут как бы не хватает пару тысяч шлангов. И почему у нее ничего не потекло, вопрос. Ну, видимо, вода вся вытекла, ну или она ее слила, чтобы не париться. С водой-то можно же не париться, потому что охлаждение там не нужно. Хотя она выглядит, как будто она из жаркой страны. Так, опять зафиксировали. Эту штуку. Так, зафиксировали. Угу. Сиденье везет. Сиденье как будто перетянули, если честно, новое. Выглядит прям хорошо, прям очень хорошо выглядит сиденье. Кожа снизу, ну так себе выглядит, как колхозненькому, ну. Так. Так, это получается спинка, да? Ну, перетянули ей кожей, все затянули, приклеили все. Выглядит прям, ну, я бы сам на нем ездил, честно. Прям красивые. Подушки очень красиво сделаны. Прям с кайфом. Угу. Так, хорошо. Вставляет она стойку в рычаг. Вот это пиздец. Так, подождите, а с приводом она покажет, что она... Все? Типа она из трипоида его вытащила, она его и воткнула обратно, и типа похер. Ну вот самая проблема в том, что она не показывает, как она ну, запихала шрус, трипоид, смазала его, потом а, одела пыльник. Сейчас, если она покажет, будет вообще круто. Но она не покажет, да? Так. Это сайлентблоки она прикручивает. Задних рычагов сайлентблоки. Нормально. Все.
Ну, что я могу сказать? В целом, ну, помимо того, что в машине нет антифриза вообще, там никак не заглушено, вода текла, я это видел. Это жидкость ГУРа, судя по всему, да. Гидроусилителя руля. Она добавила, ну, там, по-моему, было, если честно. Она когда достала, на нем было, да, на минимуме. Все нормально. Так. То есть она просто добавила, ничего страшного. Там, видимо, ничего не снималось, и туда ничего не попало. В целом, а, там довольно-таки герметичная система, как бы попасть воды не могло. В блоке не было воды, хотя ее достали, напоминаю, из озера или из болота. В блоке однозначно должна быть вода. Через коллектор впускной, через выхлопную трубу, в цилиндрах, в масле должна быть вода, 100%. Так, ну, заводи да поехали. Так, провода горит, провода, э, лампочки горят, все горит. Давайте еще разок запуск. Стеклоподъемники работают. Че она так жестко горит, работает? Ну, давайте так. В целом, в целом машина могла поехать, но трипоиды, которые она вытащила, трипоиды стоят со стороны коробки на приводах. Она их вытащила, там все в смазке, пыльники все порванные, трипоиды не зафиксированы. Скорее всего, вот это бы развалилось. В целом, возможно, в моторе просто нету воды или охлаждающей жидкости. Поэтому такой звук, мне кажется. Потому что, ну хотя нет, как будто она без масла едет, если честно, судя по звуку. Может быть, масла нет. Но звук прям жесткий. Ну, такой он довольно-таки грубый звук, когда это значит, что масло либо вязкость не та, либо ей там уже там 10-40 надо было, 10-15 там, 15-45 там, я не знаю.
Минералка, может быть, уже нужна, чтобы этот мотор нормально вязкость держал. Ну, ему хватало вязкости, чтобы так жестко не работать. Но в целом, мотор бы поехал. Но машина бы развалилась на куски. Вот после вот буквально вот этой прогулки она бы ее поставила навсегда бы обратно. Трипоиды бы разлетелись, смазки в них уже бы не было, пыльников там уже нет. Ну, не совсем это реставрация. Это получается, что она достала машину из озера, в которой в моторе не было воды, как во всех моторах, которые я до этого смотрел, была вода. Она попадает туда из впускного коллектора, из выпускного коллектора, из щупа масляного там и так далее. То есть из таких вот вещей все равно бы там была бы эмульсия в моторе. Но в моторе она слила масло черное, то есть не было эмульсии, но при этом, когда она головку развернула и с нее потекло, оттуда потекла эмульсия. Такого, ну, не бывает, чтобы вниз в поддон не попала эмульсия, а вот сверху на головке у нее эмульсия. Так не бывает. То есть либо это все вместе однородно было бы с водой, либо нет. Поэтому тут странновато как-то. Может быть, я не знаю, ее только утопили туда и вот забрали. Вот очень похоже, что как будто вот ее только туда закинули, и тут же ее забрали обратно, ну, затянули обратно. Она, может быть, не успела просто воду набрать, например. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете, вот уехала бы эта машина куда-то или нет. Просто по ее техническим характеристикам двигатель там в целом норм, очень хороший. Ну, по зеркалам, по всем этим вот нет задиров, ничего такого нет. Кольца поршневые, ну, можно было махнуть сразу. Раз уж, ну, в таких условиях, ладно, вопросов нет, кольца можно не трогать. А, по ходовым характеристикам, ну, вот она будет вот так вот ехать, вот как она едет. Все, ну, сколько там, 20 километров в час, 10. Ну и дальше это все разлетится, и надо будет привода искать, шурза искать, ам, и скорее всего, двигатель просто заклинит в какой-то момент от перегрева, потому что антифриз где она тут? Она когда заводила это... Нет, она когда наливала. Вот она смазывает это все, вот, закручивает. И вот у нее радиатор, крышка радиатора. И вот отсюда, помимо патрубков основных, вот здесь должен быть сброс давления. Вот. Он не заглушен, ничего. То есть вот все, что она... сейчас она будет заливать воду. Чуть-чуть попозже, по-моему. Да-да, приборку там все вот это. Сейчас я найду. Вот она наливает воду. У нее, естественно, течет из этого отверстия. Вот оно. Вот. Вот она как бы льет воду, и оно выливается. Да, там стоит клапан, но этот клапан работает как от расширения. Так что всем спасибо и всем пока. Ну, если она этот шланчик не найдет, то все, ГГ. Всем пока.